Беспроводные наушники со стильным дизайном, отличным временем автономной работы до 36 часов, разумеется, вместе с боксом, режимом активного шумоподавления до 40 дБ, с 3 режимами работы, режимом прозрачности, мультипоинтом до 2 устройств, кодеком aptX и водонепроницаемостью класса IP54. Как вы уже поняли, это можно все прочесть в рекламе к наушникам под названием Honor Choice Earbuds X3 Moisen. Но как же на самом деле дела обстоят у данной пары, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются данные наушники в обыкновенной белой коробочке. На ней есть изображение самого устройства, название и краткие характеристики. В основном все на китайском языке. Пакинг стандартный, ничем не примечательный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры, кабель для зарядки не положили, за что огромный минус. Вес одного наушника 5,5 граммов, что немало. Я напоминаю, что по моим ощущениям, если наушники больше 5 граммов, они ощущаются меньше, не ощущаются у вас, может быть, как-то по-другому. Вес бокса 39 граммов, габариты бокса стандартные 68 на 50 на 25 мм. Наушники имеют следующие размеры: 32 на 21 на 20 мм. Звуковод овальной формы 7,1 на 6,4 на 2,3 мм. Сеточка на звуководе установлена обыкновенная, что тоже не радует. Вообще за эти деньги я ожидал чуть большего. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе, телеграм-канал взаимопомощи, где нас почти 14 тысяч человек, телеграм-канал скидок, где 81 тысяча человек уже, и телеграм-канал Пользаграм, где мы делимся фото и видео, плюс новости. В общем, всего чего. Подписывайтесь. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется серая и белая расцветка данной модели. Дизайн бокса стандартный, выглядит он хорошо. Тактильные материалы неплохие, а вот сборка подкачала. С первых минут во внимание бросается большой зазор между крышкой и основной частью бокса. Ко всему он неровный. Несмотря на это, материалы не марки и потертости быстро не появляются. По ощущениям, бокс выполнен из матового пластика, в кармане бокс практически не мешается, на корпусе же расположили LED-индикатор, кнопку для сопряжения и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно без затруднений. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается, что удобно. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но небольшой. Хлопок глуховатый. Внутри бокса расположили краткую информацию мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе лишь изредка гуляют. Если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить усилия. Полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут, беспроводной зарядки на борту почему-то нет. Наушники можно перезарядить от бокса 2,5 раза, что по нынешним меркам прям маловато будет. Саморазряд у бокса лично я не наблюдал, это уже хорошо. Переходим к ушам. Изготовлены они из глянцевого зеркального пластика. Это еще один фейл по мне, так как достать их из бокса очень проблематично. С другой стороны, вы как и с Huawei FreeBuds 4 постепенно привыкнете и приноровитесь. Но наушники скользкие, это факт, разумеется, не хороший. Подобный дизайн уже не новинка, к примеру, Honor Buds X3 Pro, обзор вы можете посмотреть на канале, или, к примеру, Huawei-вские практически все наушники. Но чем отличаются Huawei, они дорогие и звучат с большой буквы. Сборка наушников хорошая, в ушах наушники садятся плотно, но у меня после 2,5 часов слегка стал ощущаться небольшой дискомфорт. Из ушей выпирают, но не сильно. Если потрясти головой, то наушники не вылетят. Главное подобрать правильно амбушюры. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофоны, маркировку left и right и область сжатия. Из нажатий на борту play, пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, ответ, сброс вызова, переключение между режимом шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом. Включение режима низкой задержки есть. Регулировки громкости на борту нет, как и возможности полноценно настроить нажатие. По факту их в принципе нельзя настроить, кроме режимов и голосового ассистента. На нажатие откликаются наушники хорошо. Озвучивание сопровождается щелчками, а также озвучкой женским голосом на китайском языке. Летим дальше. Оснащены Earbuds X3 12-мм динамическими драйверами с биологической диафрагмой. Гибридное активное шумоподавление на борту с шумоподавлением до 40 дБ, что уже немного, но и немало. Оно имеет 3 режима шумной обстановки. Я ставил громкость на 70%, и это было достаточно, чтобы заглушить шум. Но куда же без минусов, правда? И он заключается в том, что разница между 3 режимами работы ANC никакая. Сколько я бы не переключал эти режимы, ANC работал одинаково. Также с включенным активным шумодавом есть заметное искажение звучания музыки и лично у меня негромкий шум. Пассивная шумоизоляция неплохая. Опять же, подбираем правильно амбушюры, все будет в огне. Режим прозрачности на борту. Во время разговора с собеседником на улице посторонние шумы не мешают, а собеседника слышно хорошо, но не чисто. Далее, заряд наушников в шторке отображается по одному. Они работают
работают при подключении максимально бесшовные, что хорошо. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Анимации есть, но только со смартфонами Honor или Huawei. Полноценный мультипоинт на борту на 2 устройства, за что спасибо. Датчики обнаружения уха работают только на автоматический вход в обыкновенный режим после снятия наушников, если был включен ANC, или режим прозрачности. А вот музыка автоматически не останавливается. Это, честно говоря, какой-то рофл. В общем, с прошивками, я думаю, все это дело допилит, но пока только так. Емкость аккумулятора одного наушника 54 мАч. Полный цикл зарядки от бокса занимает до 30 минут. Время автономной работы наушников по кодеку aptX на 70% громкости без активного шумодава в среднем 5 часов. Из кодеков на борту AAC и SBC, а за aptX еще отдельный плюс. Он тоже есть. Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки в боксе дает 1 час воспроизведения музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP54, разумеется, я их окунул в воду. По итогу они никак не пострадали. Функционал остался рабочим, но вам я не советую испытывать удачу на устройствах с минимальной водонепроницаемостью, которая служит защитой только от пота или маленького дождика. Для удобного использования нужно установить приложение под названием Honor AI Space, перевод на русском языке, но перевод не совсем корректный. В приложении на главной странице с наушниками находится заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему еще и в процентах. Есть окошко для переключения между режимами, далее находится 2 предустановленных эквалайзера, не считая стоковое звучание, кастомного эквалайзера в приложении нет. И это FL. Помимо перечисленного в приложении также есть возможность режима низкой задержки и обновления прошивки. К слову, у меня висит значок, что требуется обновление, но само обновление не прилетает. Вот такая магия электронов. Надеюсь, рано или поздно прилетит. Версия Bluetooth не указана. Через одну стену наушники не отваливались, а вот через 2 стены уже начинали проскакивать фризы. Задержка на YouTube глазу незаметна. В играх задержка в паре с OnePlus 10T включенным режимом низкой задержки, которая по заявлению производителя снижает задержку до 90 миллисекунд, в целом хорошая. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team has scored for the first time! No mercy! Микрофоны с шумодавом стандартным CVC 8.0 отрабатывает, не скажу, что радужно, так как перегруз есть, и не маленький. Голос искажается не сильно, но заметно. Примеры вы сейчас услышите. Тест работы микрофонов беспроводных наушников Honor Choice Earbuds X3. Очень странно, конечно, что наушники с версией Lite по мне намного лучше, учитывая по цене качество и потому, что они могут предложить. Но эта лирика, вот сейчас вы слышите, как могут отрабатывать микрофоны данных наушников. По мне, в режиме реального использования они не волшебные. Звучание. Запаса громкости лично мне достаточно, но при использовании предустановок, возможно, громкости хватит не всем. Стоковое звучание обыкновенное, басхэдное. Вау-эффекта нет, говорю сразу, чистого звучания также нет. Данная пара звучит хорошо. Ко всему этому звучание еще качающее. Однозначно оно подойдет для современной музыки. Бас упругий, но с лишним акцентом. Середина неплохая, но проработки мало. Вокал по мне слегка глуховат. Инструментал различим, но не весь. Для Honor это стандарт, но они не делают плохо, но и не делают шикарный звук, во всяком случае, по моим наблюдениям. Из минусов: нет кабеля для зарядки. В комплекте сборка бокса не радует. Наушники очень скользкие. Из-за эргономики наушников ощущается дискомфорт в ушах при длительном прослушивании музыки. Нельзя настроить тапы, нет регулировки громкости, ANC плохо отрабатывает, нет датчиков обнаружения уха, во всяком случае, в моем экземпляре они не работают. Нет кастомного эквалайзера, ко всему еще стоковые предустановки в каком
каком-то смысле делают только хуже. Лично по моим ощущениям. Цену можете посмотреть в описании к видео, она более чем адекватна уже, тем более идет распродажа. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Любому человеку, кто оставит коммент, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Разумеется, от 5 слов, иначе YouTube не засчитывает. Резюмирую, беспроводные наушники Honor Choice и Buds X3 моется. Лично меня мало чем порадовали. Данная модель имеет минусы, которые уже не исправить, и минусы, которые, возможно, с прошивками исправятся. От меня сегодня, на момент выхода ролика, конкретно моей паре, нет. Если вам попалось что-то другое, напишите, потому что их многие купили. А для меня, как человека, который получил не что-то супер фееричное, а за эти деньги я могу купить что-то лучше, напоминаю, что на канале есть топ-10 беспроводных наушников до $50 и свыше $50, не считая еще 30 топов свежих. Смотрите, девайсу скорее нет, чем да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.